Здравствуйте! Сегодня попробуем сделать вот такую шкатулочку из джута. Для работы нам необходимы шпажки деревянные, клей типа титан или мастер-клей, крем для рук, для того, чтобы клей не прилипал к нашим пальцам. Для удобства я клей переливаю в такую бутылочку и ножницы. Нужно нам нарезать 4 длинных шпажки по 19 сантиметров, 4, 8 палочек по 7 сантиметров и 4 палочки по 7,5 сантиметров. Палочки вот мы нарезали, значит, теперь обматываем их джутом. Еще джут коричневый и джут белый отбеленный. Для того, чтобы джут был гладенький, не лохматый и хорошо ложился на шпажку, мы его обмазываем клеем. Хорошо обмазываем, чтобы не торчали нитки, чтобы он хорошо прилипал. Хорошо кончик закрепляем, чтобы он не торчал. И начинаем обматывать. Так ровненько все получается. В конце палочку обмазываем хорошо клеем и закрепляем ниточку. Ниточку обрезаем под углом. Вот у меня уже тут есть заготовочки. Теперь у нас есть палочки по 7 сантиметров. 7. Ширина шкатулки у нас 5. 2 сантиметра мы оставляем для ножки. Поэтому отмеряем. И на второй также. Отмечаем себе. Теперь будем соединять палочки вместе, чтобы у нас получилась грань.
Вот здесь у нас получается 20 сантиметров. Здесь высота 5 сантиметров. И 2 сантиметра ножка будет. Это у нас длинные боковые. Собираем боковиночку. Вот эта палочка 7,5 сантиметров. Эта палочка 7 сантиметров. Ну вот, все боковинки склеили. Теперь оставляем их сушить, ну, до завтрашнего утра. Хотя бы часов 6 это все должно полежать и хорошо склеиться. Ну что, вот наши заготовочки подсохли. Теперь нам надо их склеить. Мажем клеем боковушечки. Так. И соединяем вот такими канцелярскими прищепочками, чтобы хорошо держались. Стараемся аккуратненько выравнивать, чтобы у нас не было выше, ниже, чтобы все было на одном уровне. Соединили. Теперь для того, чтобы наша шкатулочка, вернее наш каркас шкатулочки был более устойчивым, хорошо держался, мы не переживали, что он как-то рассыпется, вниз мы делаем еще такие же заготовочки палочек и прикрепим их на нижнюю часть каркаса. У нас получится устойчивый каркас. Можно сложить, ставить, ничего с ним не случится. Соединяем палочку, опять закрепляем. Закрепили. Теперь еще у нас для маленьких нужно закрепить. Также садим на клей.
Ну вот, оставляем нашу конструкцию подсохнуть. И теперь по размерам нашей шкатулочки мы делаем заготовки рисунка. Ну, вот у меня тут уже готово днище. Вот это будет крышечка, боковушечка, задняя часть. И вот тут вот такая у нас будет передняя часть. Ну вот рисунки у нас готовы. 5 сантиметров высота, 20 сантиметров длина. Будем делать переднюю часть шкатулки. Вкладываем рисунок в файл. Помазали ручки. Берем ниточку нашу джутовую. Обмазываем ниточку клеем. Хорошо, чтобы не торчали волосочки, чтобы джут хорошо ложился на рисунок. Вот. Так, теперь на рисунок, вернее, наносим клей по полоске. Так, ну вот тут у нас есть круглая часть рисунка. Сейчас мы пинцетом захватываем кончик джута и наматываем. Делаем кружок. Готово. Прикладываем, чтобы было все точно по рисунку. Если вдруг немножко перебрали, можно раскрутить. Ничего в этом страшного нет. Так, укладываем ниточку. Так. И срезаем уголочком ниточку. Опять наносим клей на ниточку, на веревочку. Клеем, опять проходим. Поправляем спицы все. И стыки, где у нас ниточки соединяются, еще раз промазываем клеем для закрепления. Пальчиком размазываем так. Все, один контур сделали. Теперь у нас по рисунку еще один кругляшок. Опять подготавливаем ниточку. Ну вот, сделали еще один кружочек. Опять мажем клей на рисуночек. Клея можно побольше, ничего страшного. Все лишнее потом обрежется. Просто если будет мало клея, рисунок будет плохо держаться. И будет потом неудобно ни обрезать, ни собирать. Так, укладываем четко по рисунку, стараемся. Опять срезаем ниточку на уголочек. Опять наносим клей. Клей на ниточку.
Прижали. Клей хватается быстро. Ниточку не забываем, все время смазываем. Опять наносим рисунок, клей на рисуночек. И ниточку. Поправляем. Теперь эту половинку оставляем, пусть она у нас подсохнет. Начинаем делать вторую половиночку. Закручиваем, кружочек собираем. Мажем клея побольше, не жалеем. Наклеили. Вот, наносим клей на ниточку. Опять бочком срезаем ниточку наискосочек. Уголочки получаются тогда ровненькие. Так, еще один кружочек сделаем. Даже если у вас ниточка после клея встала колом, то есть она промазана и высохла, наносите опять на нее клей, ниточка становится мягкая. Ее опять можно закручивать хорошо. И она будет даже еще лучше. На ней не будет ниточек лишних. Ничего не будет торчать. И потом готовое изделие получается тогда красивое. Закрутили, подмерили, подходит по рисунку, наносим клей. Если вот соединяются два кружочка вместе, то клей еще нужно намазать вот на первый готовый кружочек, чтобы они хорошо друг с другом скрепились. Сложили. Надо стараться, чтобы ниточка ложилась четко по рисунку, чтобы не вылазила никуда, иначе потом
Когда мы ее будем лепить на каркас, она будет вылазить из каркаса и будет некрасивая. Так, готовченко. Клей, конечно, к пальчикам прилипает, но ничего страшного. Мы мажем кремом для рук, жирным любым. Лучше силиконовый клей использовать. Я уже всякие перепробовала. Самый лучший мне нравится силиконовый. Он и по цене стоит недорого, и эффективный. Так, ниточку заправляем спицей так, чтобы она не торчала. Ну вот, готово. Еще осталась одна деталька. Смазываем клеем опять. Контур рисунка мы сделали. Теперь для того, чтобы у нас рисунок получился как бы объемный, ну, покрасивше смотрелся, мы сделаем так. Коричневым джутом мы еще раз пройдемся. Сделаем 2 полосочки коричневых. То есть опять клеим рядышком с ниточкой приклеенной, проклеиваем. Вот, и ложим вторую ниточку. Нашу. Помогаем себе в работе спицей, чтобы подвинуть ниточки, чтобы рядышком друг с другом лежали. Следующую петелечку сделаем двойную. Так, ниточка у нас хорошая. Приклеиваем. Готово. Стыки промазываем клеем немного, приглаживаем пальчиком для закрепления. Мажем следующую часть. Поправляем спицы все.
первая часть готова. Переходим ко второй части. Также и важно, чтобы клей попадал на стенки первой ниточки у нас, чтобы две ниточки между собой склеились. Не просто, чтобы они лежали рядом, а важно, чтобы они были склеены между собой. Когда мы укладываем, мы ниточку с ниточкой прям соединяем. Вот так поближе. Потом получится тогда у нас четко все склеено. И не будет рассыпаться наша конструкция. Не бойтесь лить клея. Все потом это срежется и уберется. Если вдруг на ниточке попались вот, толстые места, утолщения, это надо срезать. Важно, чтобы ниточка наша была ровненькая, однородная, как сказать, без утолщений. Закрепляем опять стыки клеем. Опять обмазываем нашу ниточку. Наносим клей опять. Сдвигаем поближе ниточки друг к другу. Так, закрепляем клеем. Ну что, тут у нас опять попалось утолщение. Срезаем без всякой жалости мы его. Наносим клей с обоих сторон. И ложим ниточку нашу. Если что-то где-то торчит, можно поправить все это спицей, ничего страшного. Лишний клей вот тут можно убрать пинцетиком. Все замечательно. Теперь берем наш белый джут, отбеленный. Джут можно отбелить в белизне. Белизну я не разбавляю водой. И белизну беру хорошую. Белизна бывает тоже
плохо, которая отбеливает совсем. Пахнет, конечно, сильно, но отбеливает плохо. Вот как-то я нашла такую, которая и пахнет сильно, и отбеливает хорошо. Поэтому вот у меня получается вот такая ниточка. Нитки ложу в белизну и держу не меньше 2 часов, периодически переворачивая. Потом все это дело вытаскиваю, прополаскиваю, подсушила и смотала клубок. То на... Вот у меня такие штучки есть, бумажные, из картона вернее. Очень удобно. Так, ну что, теперь нам надо заполнить серединки наших петелек вот этих. Ну, будем делать так. Значит, клеем мажем. Полностью можно замазать. Ну, промазали клеем. Начинаем. Укладываем нашу ниточку. Ну, я хочу вот до серединки сделать пока. Так. И с этой стороны до серединки. Вот. Они друг с другом соединяются петелькой, головкой петельки. Отправляем спицы. И еще можно одну проложить. Петелек можно положить 2-3, ну, на ваше усмотрение. Просто имейте в виду, что чем чаще будет, меньше будет расстояние между петельками, тем сложнее вырезать ее. Поэтому я стараюсь сделать, ну, как бы, так, ну, может, сколько тут? Выкладываем петельки наши. Выложили. Опять закрепляем клеем. Следующий. Здесь будем по одной полосочке клеить вот эту часть, чтобы клей не высох. Опять намазываем клеем. Все время спицы поправляем наши уголочки. Они тогда будут хорошо ложиться и будет красиво на рисуночке.
Стараемся, чтобы кончик ниточки заходил прям в самый центр соединения, чтобы зазоров не было никаких. Ну вот, можно еще одну петелечку сделать, и будет достаточно. Еще одну петелечку. Вырезаем. Опять поправляем спицей ниточки вот так плотно-плотно, чтобы они прилегали друг к другу. И вот ставим спицу между нитками и вот так проводим. Ниточки тогда вовнутрь загибаются. Получается вот так нормально, более-менее. Вот так. Опять клеим. Пальчиком все это промазываем. Так, вот тут можно еще поплотнее сдвинуть. Так. Ну вот, уже рисунок у нас видно, что получается вот такой рисунок. Так. Если что-то где-то не нравится, все это сразу, пока не схватился сильно клей, поправляем спицей все. Ну, осталось с этой стороны одна деталька. Заполним одну детальку, замажем ее полностью клеем. Если есть желание, можно также сделать вот навстречу, ну, по 2 петелечки. Ну, мы вот сделаем в одну сторону петельки. Потому что часть узкая. Хватит нам 2 штучки сделать. Так. Петелечки. Опять поправляем спицей все тут, чтобы у нас ниточки ровненько лежали. Вот. Мажем клеем. Пальчиком все это вдавливаем туда. Конечно, не со всей силы, но достаточно сильно, чтобы было. И спицы еще можно тут поправить кое-где. Ну все. Левая часть, правая, вернее, часть рисунка у нас уже готова. Почти. Так. Теперь мы придадим контур рисунку нашему. То есть нам надо опять белой ниточкой, мы ее положим сверху на 2 коричневые наши. Сюда между 2 коричневыми положим белую. И рисунок будет намного красивее смотреться. Наносим клей на коричневые нити. Стараемся посерединке, чтобы было. Ну, если будет немножко за края выходить, ничего страшного. Клей прозрачный, его и не видно будет. И обмазываем одну из кругляшечек наших. Так. Дальше теперь ниточку прокладывать от края. Ложим ровно посередине 2 коричневых ниточек. Так укладываем. Теперь ниточку так чуть, чтобы нам удобно было кружочки вот тут крутить. Вот так накладываем. Так.
Пальчиком придерживаем. Накладываем жгутиком, ниточкой нашей. Пляшечки такие. Ну вот, достаточно тут будет. Даже если у вас что-то где-то легло неровно, тут ничего страшного. Это все потом спицы поправите. Оно все хорошо поправляется. Как вам надо, так и укладывается. Вот мы сюда немножко сделаем. Можно в центре кружочка, чтобы кругом было. Но мне больше нравится, когда вот немножко круг сделан в одну сторону, смещен. Сейчас на внутреннюю часть приклеим нашу ниточку. Опять наносим клей посерединке двух коричневых нитей. Так. Опять начинаем с кончика, соединяем их тут. Спицы поправляем, кончик нитки прячем, чтобы он не торчал, чтобы его не видно было. Вот дальше сделаем вот эту часть, обмазываем клей. Так, и внешнюю сторону начнем с внешней стороны. Положили. И теперь ложим с этой стороны кружочек. Также вкладываем. Так. Пальчиком придерживаем. Закрепили, обрезали, и теперь будем поправлять спицы. Ну, чтобы более-менее было ровненько. Ну, осталось вот последнюю часть с этой стороны нам сделать. Опять мажем посерединочке, стараемся. Вот. Ниточку срезали наискосок и ложили. Кончик прячем. Этот кончик все надо прилепить к этой стеночке. Чуть-чуть подержать. Раз, прилепляется. Все хорошо. Ну вот. Закончили эту часть. Тут вот остатки клея убираем, когда высохнет хорошо. Эту часть заполняем аналогично. Стараемся, чтобы количество петелек было с левой и с правой стороны одинаковое. И чтобы рисуночек на этом смотрелся также на этом.
Мы вторую сторону делать. Теперь будем заполнять центральную часть нашего рисунка. По рисунку у нас будет цветочек. Мы его тут нарисовали. Значит, контур опять же промазываем клеем. Выкладываем ниточку нашу. Не забываем под углом срезать. Так. Эта часть подсыхает. Накладываем вторую. Второй лепесточек. Стараемся, чтобы ниточка ложилась четко по рисунку. Ни влево, ни вправо. Так, ну что, теперь заполняем наш листочек нитками внутри. Промазываем клей и ложим ниточку. Поплотнее, чтобы нитки друг к другу прилегали. Чуть-чуть разошлись мы их. Так. Следующую. Вот так друг за другом заполняем весь листочек полностью. Листочка наших заполнили. Теперь нужно нам еще сделать 2. Вот расположим вот так его. Я тут один уже прилепила. Еще один. Ну, как-то вот примерно. Цветок можно в произвольной форме, как хотите, как вам удобнее, как вам больше нравится, так и делайте цветочек. Главное, принцип я вам покажу, как заполняются листочки. Все, теперь прикрепим. Заполняем серединку опять. Падает. Помогаем себе спицей в работе. Подсоединяем листочки друг поближе друг к другу, чтобы они поплотнее были у нас. Еще клей льем.
Ну, еще пару полосочек можно положить, чтобы у нас цветок полностью заполнять мы его не будем. Полностью у нас будет заполнены другие листочки, которые мы наклеим потом сверху. Поэтому пока достаточно столько. Вот еще одну петельку сделаем. Так, все будет достаточно. Теперь спицей подправим все и между ниточками спицу вот так проводим для того, чтобы ниточки наши все выровнялись. У нас кончик лепесточка получился вот такой красивый, чтобы ниточки не торчали в разные стороны, а смотрели все в одну сторону. Так. Так, опять же закрепляем все это дело клеем. И еще можно сдвинуть их вот так. Видите, как получается более-менее ровненько. Ну и теперь заполняем второй наш пустой лепесточек. Ну вот, закончили мы нашу первую часть делать. Даем подсохнуть, ну где-то примерно с полчасика, чтобы клей хорошо схватился. И будем покрывать клеем ПВА. Клей ПВА разводим 1 к 3. То есть 1 часть ПВА, 3 части воды. У меня уже тут это готово в баночке. Сейчас я немножко разболтаю. И покрываем. Хорошо, тщательно промазываем каждую ниточку, чтобы клей все промазал у нас. После того уже, как клей подсохнет, мы будем его обвязать с обратной стороны детали. Клей ПВА дает крепость тальки нашей. Всю детальку мы с вами покрыли клеем ПВА. И теперь оставляем ее сохнуть часов на 5, лучше на 6. Ну вот, наша стеночка подсохла передняя. Теперь мы ее переворачиваем на левую сторону. У нас тут вот клей заполнен. Все, нам этот клей надо лишний удалить, чтобы у нас было, ну, отверстие. Сквозные, как сказать, и чтобы было красиво. Ну, начинаем вырезать. Сначала обрезаем краешки, вот тут вот все аккуратненько выравниваем. Некоторые люди остатки клея убирают ножницами, некоторые убирают паяльником. Только что там нужно, чтобы было жало тоненькое. Вот мне привычно ножницами удобнее. Конечно, это очень кропотливая работа. Надо очень аккуратненько стараться, чтобы клея не оставалось, потому что он всю красоту портит.
Тщательно стараемся все закоулочки захватить, чтобы у нас чистенько было сзади. Вот так. Ну вот, таким образом мы удаляем весь лишний клей с обратной стороны нашей детальки. Так, все убрали, все у нас чистенькое. Теперь мы детальку можем крепить уже на саму шкатулочку. Мажем клеем. Клей наносим прям на краешки. Сейчас, секундочку. Прям на краешке вот тут, чтобы хорошо закрепился. Крепим. Так, положили ровненько. И теперь надо подержать какое-то количество времени. Ну, недолго, клей быстро подсыхает, быстро схватывается это все. Ну вот, получилась у нас передняя часть нашей шкатулочки. По такому же принципу мы делаем боковушечки и заднюю часть шкатулочки. Ну, на заднюю часть шкатулочки можно вот такую деталь для цветка не делать, а рисунок просто заполнить вот таким. Ну, у меня получилась вот такая задняя часть шкатулки. Вместо цветка я здесь сделала вот такой рисунок. Это мы будем клеить с задней стороны. Вот это будут у нас такие вот боковушечки. Принцип работы и клейки точно такой же, как на переднюю часть. Всё. Теперь для того, чтобы нам вот это закрыть красивым цветочком, мы сделаем этот цветочек. Также опять по контуру нашего листочка мы мажем клеем. И выкладываем листочек, наш лепесточек. Опять клеем мажем, так же, как мы мазали на боковушечках на наших, поближе. И укладываем ниточку,
чтобы ниточка плотно-плотно прилегала к предыдущей ниточке. Поправить можно ее, если не получилось сразу ровненько. Так. Теперь с противоположной стороны. Так, с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны, до тех пор, пока наш листик весь не заполнится. Ну вот, заполнили мы наш листик до конца. Теперь мы его покрываем клеем ПВА и оставляем сохнуть, ну, часов на 5, не меньше. Надо, чтобы клей очень хорошо высох. И так делаем. Таких 3 листочка. Передвинули, сделали еще один. Передвинули, сделали еще один. Все, клеем намазали, оставим сушить. Ну вот, наш листочек высох. Также мы его переворачиваем на изнаночную сторону, обрезаем по краям остатки клея. Наш листочек получается вот твердый такой. Теперь для того, чтобы он был изогнутый, красивый, мы, ну, не знаю, можно на что-то там, даже можно на пальчик согнуть. Вот он очень хорошо гнется. Вот так. Можно на пальчик, вот так, по пальчик. Кончик загибаем сюда. И с этой стороны немножко загибаем кончик. Так. Получается у нас вот такой листочек изогнутый. Все 3 листочка выгибаем одинаково. Вот это также загибаем. Ну все, можно теперь клеить. Держим, чтобы клей схватился хорошо. Так, следующий лепесток. Можно кончик не загибать, просто делать прямо, ну, кому как нравится. Я загнула немножко. Серединку подержим, чтобы закрепилось, чтобы наш клей закрепил хорошо листики. Когда листики высохнут, в серединку мы приклеим камушек. Ну что, вот наш клей подсох. Теперь нам надо приклеить наш камушек в серединку. Льем клей. Ну, не сильно много, так что не вылазил он у нас. И помещаем камушек. Вот такой у нас получается камушек. Вот так как у меня заготовочки уже тут готовые, шкатулочки,
заготовочку. Давайте мы их сразу приклеим. Опять все мажем клеем, краешки. Прикладываем, выравниваем, чтобы ровненько тут было все. И держим. Так, теперь наши заготовочки вот тут для камушков. И тоже их мажем клеем. Так. И приклеиваем камушек. Так, таким образом приклеили камушки на заднюю стеночку. Так, теперь клеим боковушечки наши. Опять обмазываем все клеем. По краям нашей детальки. И прикладываем. Ну что, вот мы приклеили наши боковиночки, боковушечки, заднюю стеночку, переднюю стеночку, приклеили сюда цветочек. Теперь можно сделать крышечку. Ну вот такую схемку я нарисовала для крышечки. Я не буду вам ее показывать, она у меня уже вот тут есть готовая. Ну, все клеится по тому же принципу. Две полоски коричневые, потом сверху клеится желтая одна. Вот такая крышечка у нас получается. Для крышечки мы сделали 6 вот таких лепесточков. 6 лепесточков. Обрезаем лишний клей. Выгибаем листочек. Теперь я делаю вот такой кружочек из ниточек. И на этот кружочек уже наклеиваю листочки по очереди. Вот я тут 5 лепесточков наклеила. Сейчас мы приклеим последний лепесточек, промежуточек.
Так у нас получается такой красивый цветочек. Так, и меряем. Наносим клей на кружочек и ставим уже на место, туда, куда нам нужно. Вот так получается, так цветок у нас. Вот с этой стороны так. Задержим немножко. Ну вот и все. Цветочек постоит, он сам приклеится. Потом в серединку вклеим камушек. Таким образом. Не хочет садиться на место. Вот так приклеим камушек. Все. Осталось нам склеить донышко. Так, ну вот донышко я нарисовала. Вот примерно такое. Вы, если хотите, можете любое. Как у вас работает фантазия. Если для шкатулки боковушек и крышечки я беру тонкий джут, двухниточный, то донышко я делаю из 4-ниточного джута, который потолще идет. Также коричневый и также белый отбеленный. Смазываем ниточку, как обычно, не забываем. Донышко будем делать по тому же принципу, что и боковушки вверх. 2 коричневые рядышком полосочки. Сверху белая. Соединение ниточек закрепляем капелькой клея еще. Так. Ну вот, теперь будем еще одну полосочку. Промазываем клей, не жалеем,
чтобы полосочки хорошо друг с дружечкой скрепились. Следующее. Не забываем клеем еще чуть-чуть промазывать для закрепления. Вот я еще сделала 3 кружочка. Сейчас вот последний сделаем. Я покажу принцип, как я его закручиваю. Там сложного ничего нету. Теперь немножечко клеем можно, чтобы он получше держался. Чуть-чуть намазываем клей и крутим кружочек. Мажем клеем на стеночке. Нарезали ниточку, спрятали. Теперь там, где кружочек соприкасается со стеночками, мажем клеем. Пусть побольше, ничего страшного, все равно мы еще сверху будем покрывать его ниточками белыми. Так, теперь нам надо заполнить серединки. Серединки заполняем по тому же принципу, как мы делали боковушечки наши, крышечку. То же самое, только и ниточки потолще, чем у нас основная шкатулка. Сейчас вот я серединку заполню. Мажем клеем. Закладываем. Тут можно погуще делать, потому что все-таки это донышко, чтобы у нас то, что мы положим в эту шкатулочку, не вываливалось. И делаем погуще. Заполняем. И мы можем маленькие расстояния между ниточками оставлять.
Теперь спицей вот эти ниточки, которые мы не заправили туда, придерживаем пальчиком здесь. И спицы заправляем их вовнутрь. Вот, они все заправились. Теперь берем клей, наклеиваем и пальчиком это промазываем. Все, ниточки наши встали на место. Теперь можно между двух коричневых промазываем и прокладываем белой ниточкой. Все, уже видно наш рисунок. По этому принципу заполняем все наши детальки. Заполним, покрываем клеем ПВА и даем высохнуть не менее 6 часов. Ну вот, наша донышко просохло. Перевернули, убрали остатки клея. Теперь можно его приклеить на место. Клей по краешкам намазываем хорошо. Шкатулочку перевернули, крышечку приложили. Хорошо пальчиками прижимаем, придерживаем. Надо, чтобы плотненько было все тут вот это село. Вот, ну хорошо. Для того, чтобы донышко не прогибалось там, можно вот сюда еще в серединку приклеить бусинку большую, круглую. Либо какое-то что-то еще приспособление придумать. И тогда донышко будет мертво сидеть, не колыхаться туда-сюда. Ну все, готово. Получается, теперь прикладываем нашу крышечку готовую уже. Вот так. Можно крышечку просто снимать, можно ниточками закрепить ее в заднюю стенку. Так, обмотать ниточками и все. После того, как у нас мы приклеили все наши боковиночки, донышко, теперь все это нужно покрыть лаком. И тогда все будет хорошо, красиво блестеть. Ну, лак я использую акриловый. Вот такой. Одной баночки хватает надолго. И когда покрываешь, этот лак не воняет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. В следующий раз попробуем с вами сделать вот такую шкатулочку. Я имею в виду, что форму. А рисунок уже мы там подберем сами. До свидания.